Привет, ребят! Я надеюсь, что у вас все хорошо и что вы соблюдаете карантин и помогаете сейчас миру скорее справиться с этой напастью. Мы с мужем уже соблюдаем добровольный карантин, кажется, день 5. Для тех, кто впервые смотрит мой канал, я напомню, что мы живем в Штатах, в городе Лос-Анджелес. У нас объявлено чрезвычайное положение, и вот мы уже который день стараемся никуда не выходить. Все общественные места закрыты, то есть единственное, куда можно пойти, это, наверное, продуктовый магазин, аптеки, банки, да, кажется, работает. Что касается кафе, ресторанов, то есть там можно взять еду только на дом, сидеть там нельзя. В принципе, сейчас у нас на улицах очень пусто, людей крайне мало, все работают на дому. По большей части то, что я вижу, мои знакомые, друзья в социальных сетях, я вижу, что люди очень серьезно и сознательно относятся к этому вопросу, и это очень круто. Я, наверное, буду на протяжении всего видео повторять, просить вас, соблюдайте карантин. Сейчас это очень важно, это то, что может спасти вашу жизнь и жизнь других людей. Расскажу вам, как проходит мой день в условиях карантина. Я, в принципе, как обычно, просыпаюсь рано утром, делаю свою какую-то рутину утреннюю, потом завтракаю. Сегодня у меня на завтрак тосты с авокадо, также мятный чай. Я пью либо чай, либо кофе. Кстати, кофе у меня уже заканчивается. В кафе я ходить не могу, в кафетерий. Поэтому мы заказали кофемашину нормальную, потому что я вам показывала, у нас была до этого капсульная, мы ее отдали. И сейчас ждем хорошую уже машину, прибор, это такая, я так поняла, будет какая-то громоздка, она делает латте, капучино, и она к нам придет через 4 дня. Опять-таки, для новеньких, кто не знает, я с моим мужем, мы веганы, то есть весь рацион питания у нас это растительная пища, это как раз то, что нужно для нашего иммунитета, особенно сейчас. Мы стараемся есть еще больше фруктов, больше ягод, чтобы больше витаминов было. Конечно, я сейчас принимаю и витамины, и добавки, то есть я пью витамин D, также я принимаю омегу. Мы с мужем сейчас работаем на дому, все, что касается наших съемок, отменилось. У меня муж сидит целыми днями, работает за компьютером, общается с людьми, которые работают на нас удаленно. Я в это время сижу, делаю монтажи какие-то. Сейчас отличное время для того, чтобы креативить, что-то придумывать интересное. Так уже надоело сидеть дома, я не дышала свежим воздухом. Сейчас мы с Женей решили поехать на хайкинг в какое-то безлюдное место, просто на природу, ненадолго. А также мне сегодня нужно заехать в аптеку, купить кое-какое лекарство. Скажем, это вынужденная мера. Погода у нас замечательная, просто у нас весна в самом разгаре, солнышко, небо ясное, все цветущее, и, конечно, жаль, что сейчас такая ситуация. Также, как вы знаете, все маски, перчатки, это все в дефиците, но Жене удалось достать. В 6 вечера тут все стоит. Отсюда, ребят, видно надпись «Голливуд». Ну, в принципе, с нашего окна тоже видно. На улице хорошо, воздух свежий здесь. Особенно с учетом того, что реально последние дни дома сиделась, так вообще прекрасно. Дятел. Птички поют. Дятел стучит. Как красиво. Здесь на холмах, ребят, такие дома красивые, огромные. А вон там с огромнейшим бассейном, где видно, вода стекает. Я говорю, Женя, вот здесь карантин можно отсидеть. Вообще, ребят, когда находишься в таких местах, кажется, что никакого карантина вовсе нет, и что все прекрасно. Здесь как-то вообще забывается о том, что происходит в мире. Вроде бы все чудесно. Очень важно отвлекаться и важно выходить вот в такие места какие-то, где можно об этом забыть. Посмотрите, это одна из самых оживленных улиц. Это Голливуд-бульвар, перекресток, где просто огромное количество людей. Обычно сейчас здесь просто никого. Я реально в шоке, я впервые такое вижу. Прям, слушай, ни одного человека. Вот там Starbucks на углу, и там обычно вот этот перекресток, огромное скопление людей. Сейчас вообще никого. Насчет Starbucks, они сейчас работают с 6 до 6, кажется, и можно купить кофе только и с собой его взять, то есть там сидеть нельзя. А здесь тоже пуст. Да уж, по-моему, люди только с собаками ходят. Давай мне документ. Да, сейчас стоит у тебя ID. Окей. Окей. Дерматолог приписал одно лекарство, это мазь. Ее нужно купить в аптеке, но сейчас аптека — это одно из самых небезопасных мест, потому что все потенциально больные люди, конечно же, идут в аптеку. Да, Женя сейчас пошел вот с перчатками. Он решил, что лучше он пойдет туда один.
Так. Ну что? Что лекарство? Что это такое? Это алкогольная трава. Короче, я спросил у нее, что вы посоветуете иметь дома точно. Она сказала, что Tylenol — это единственное, что помогает. Если у тебя вирус, она говорит, что сейчас все разбирают его. Так как у меня появилось больше свободного времени, я занимаюсь чтением, беру уроки по скайпу по американскому акценту, хочу возобновить уроки по риторике. Также появилось больше времени для занятия спортом, потому что, как вы знаете, карантин — это то время, когда можно как раз-таки набрать вес, потому что люди, когда им делать нечего, в основном что они делают? Едят, да, от скуки. Поэтому обязательно нужно заниматься какой-то активностью. Я никому не рекомендую сейчас ходить в спортклубы, то есть в нашем случае их вообще закрыли, и во многих странах это тоже закрыто, но если, например, в вашем городе продолжают по-прежнему работать спортзалы, ни в коем случае туда не ходите. То же самое касается каких-то салонов красоты, парикмахерских, маникюра и так далее. Буквально за несколько дней до того, как объявили карантин, сделала как раз все свои процедуры. Я успела сходить на лазерную эпиляцию, успела сделать маникюр и успела сходить к косметологу. Я такая думаю, это ж надо, как я вовремя все это сделала. Лично я каждый день, чтобы поддерживать себя в форме, занимаюсь по своей же программе Wispens. Я просто включаю это на большом телевизоре и занимаюсь сама с собой. Называется «Каждый развлекается как может в условиях карантина», но это реально забавно, когда я могу сама себя видеть на большом экране. Ну, реально это веселее, чем бы я просто делала сама же свои упражнения. Так я как будто с кем-то занимаюсь. Самую лучшую нагрузку, которую только можно представить. Закончила тренировку, устала очень, сейчас в душ, быстренько допиваю свой протеиновый коктейль, и мы с Женей выйдем в магазин, вернее, я выходить вообще не буду, Женя сказал, он сам быстро сбегает, а я хочу просто поехать посмотреть хотя бы в окна, что там происходит на улицах, как вообще город выглядит, ходит ли там кто-то, либо там вообще все опустело, как в фильме «Апокалипсис». Также мэр города говорит о том, что в течение следующих нескольких недель, то есть будет очень много заболевших, поэтому сейчас нужно съездить в магазин, купить столько продуктов, чтобы нам не ходить туда в ближайшее время, потому что с каждым разом вероятность заболеть будет все выше и выше в общественных местах, появляясь. Он объявил, что если все будет идти такими же темпами, как сейчас, и если люди, жители Калифорнии, не будут соблюдать карантин жесткий, то через 2 недели заболевших будет больше, чем 50%, то есть населения в Калифорнии. А это будет просто ужас, это будет коллапс, поэтому вот такие пока неутешительные прогнозы у нас. Но как бы радует тот факт, что он говорил предельно честно. То есть он сказал вот как есть реальную ситуацию. То есть люди знают, что действительно происходит, все знают о серьезности всего происходящего, и поэтому я надеюсь, что все будут относиться очень сознательно к этому вопросу и будут все сидеть дома. Со всеми своими подругами я только в сообщениях там переписываюсь, где-то никаких чаепитий, там в гости и так далее. Это тоже исключено, тоже, ребят, вы должны понимать, что вы можете отвечать только за себя, но вы не можете отвечать за другого человека. Вы не знаете, соблюдает он карантин или нет, поэтому даже с самыми близкими друзьями, как бы с ними тоже встречаться нельзя, потому что некоторые люди карантин как-то неправильно воспринимают. Они думают, что карантин — это просто не ходить на работу, либо не ходить в школу, там, либо в университет, но при этом можно ходить в торговый центр, в фитнес, погулять с друзьями, пойти в гости, там, либо еще на какую-то вечеринку. Нет, карантин, особенно в данной ситуации, с тем, что происходит сейчас в мире, это просто сидеть дома и выходить только в места первой важности. Это аптека, это продуктовый магазин, и это подышать свежим воздухом в каком-то парке, каком-то переулочке, где мало людей, и сохранять дистанцию. Ну что, ребят, мы уже оделись, сейчас выпьем имбирные шоты перед выходом и поедем. Жень, открой, пожалуйста. За наше здоровье. Какой же номер? Итак, выезжаем в город. Кстати, я разговаривала с мамой, она мне рассказывала, что у них все закрыто в Украине, только частники, которые не хотят закрываться, их, во-первых, штрафуют очень серьезно, во-вторых, например, если они нарушают такие штуки, что там в магазин заходит больше, там, чем несколько человек, я не знаю, там сколько можно, то им тоже штраф за это выписывают. Сейчас очень серьезно с этим. Вставляй ключи в машине. Угу. У нас их всего сколько? 2? 4. А, у нас 4? Все, давай, удачи.
В общем, вот так у нас сейчас сходить в магазин — это как целое спецзадание. Прям как в каком-то фильме. Да, не салфетки. Но они впускают только ограниченное количество людей в магазин. И нужно на выходе стоять, ждать свою очередь. Чтобы дистанция была правильно? Да. Продукты есть, только некоторые виды продуктов полностью отсутствуют. Но здесь обычно всегда скопление людей, большие очереди. Вот туда, Голливуд Бульвар. Ну да, эту улицу я, наверное, не видела такую пустую. Тем более в такое время. Сейчас нужно разложить эти продукты, потом буду, наверное, готовить вкусный обед. Ну и буду дальше продолжать заниматься делами. Буду, наверное, монтировать видео для вас. Вот мы сейчас складываем все овощи, чтобы они у нас хранились здесь в судочках. Таким образом это будет храниться гораздо дольше. В последнее время очень люблю есть вот эту мелкую морковку, это очень полезно. Вот очень удобно, посмотрите, даже зеленый лук положили в этот судочек. Это накрывается все герметичной крышкой. Меня постоянно спрашивают: Элина, мол, покажи свой завтрак, обед и ужин. Сейчас у меня просто есть отличная возможность показать, чем я питаюсь. Здесь бобовые, овощи, брокколи, там морковь видно и веганская котлета. А тоже на основе овощей бобовых. Надеяться на вакцину в ближайшее время вообще не стоит, потому что все время ходят какие-то мифы о том, что вот уже придумали вакцину, вот все сейчас будет супер. Да, вакцину уже там с первого дня, когда только появился, наверное, этот вирус, все начали работать над созданием вакцины. Но вы должны понимать, чтобы ее протестировать и тем более запустить в массовое производство, на это требуется немало времени, то есть это, год это 100%, вакцины еще не будет, это в лучшем случае. Также у нас в Штатах постоянно идет объяснительная работа, и людям рассказывают, почему этот вирус действительно настолько опасен. Он распространяется супер быстро, количество заболевших, оно растет экспоненциально. Я сейчас вставлю здесь кусок видео и покажу, что это значит. Вместо того, чтобы думать о вирусе, давайте представим, что у вас есть пруд, а на пруду есть одна лилия. Этот тип лилии размножается один раз в день, так что на второй день у вас уже будет 2 лилии, а на третий день у вас будет их 4 и так далее. Если лилиям нужно 60 дней, чтобы заполнить пруд полностью, сколько времени понадобится, чтобы заполнить пруд лилиями наполовину? Ответ – 59 дней. Пруд заполнится с половины до конца в самый последний день. А вот догадайтесь, в какой день лилии покроют всего 1% пруда. Удивительно, но это не произойдет аж до 54-го дня. Пруд практически пуст какое-то время, а через мгновение он полон. Мы резко переходим от менее 1% к 100% в последние 7 дней. Это экспоненциальный рост, и это то, как развиваются пандемии. Также я вам покажу сейчас график, который объясняет, почему сейчас важно соблюдать карантин и объясняет всю опасность ситуации. Вот есть такой график. Вот эта кривая показывает резкий скачок заболевших коронавирусом. Вот эта кривая показывает более плавное протекание этой болезни, более плавный сценарий того, как будут постепенно люди заражаться. И вот эта прямая показывает возможности здравоохранительной системы. Если люди не будут соблюдать карантин, это приведет к вот этому скачку заболевших. Это то, что произошло сейчас в Италии. То есть, если мы сейчас будем соблюдать карантин, это поможет избежать вот этого скачка. То есть, что получается? Даже при одинаковом количестве заболевших, в первом, как и во втором случае, только если будет резкий скачок, количество людей, которые погибнут, их будет гораздо больше, потому что система здравоохранения, она просто не справится. Ресурсов там недостаточно. Это о количестве мест в больницах, это о аппаратах, это о людях, которые работают, о медицинском персонале. В 1918 году, в первые дни худшей пандемии гриппа в истории, город Филадельфия проигнорировал предупреждение и провел парад с участием 2000 человек. 3 дня спустя каждая койка в больнице Филадельфии была занята, и 4500 человек умерли в течение недели. В то же время Сент-Луис через 2 дня после выявления первых случаев заражения закрыл все школы, детские площадки и даже церкви. Собираться группами более 20 человек было запрещено. Посмотрите внимательно на кривую первого города и второго. Из этого графика мы можем сделать вывод, что меры карантина очень действенны. Для того, чтобы нам выйти из этой ситуации при меньшем количестве жертв, сейчас очень важно быть осознанными и очень важно соблюдать карантин. Ребят, безусловно, я понимаю, что
что сейчас многим будет очень сложно не ходить на работу, не отправлять детей в детсады и сидеть дома. Но это тот случай, когда это меньшее из зол. Лучше лишиться работы, лучше лишиться денег, чем лишиться своей жизни, либо лишить жизни других людей. Поэтому нужно сейчас... Да, немножко потерпеть, но зато мы выйдем из этой ситуации с наименьшими потерями нас, людей, потому что самый главный ресурс вообще в этом мире — это люди, это человеческие жизни. Поэтому наша самая главная задача в этой ситуации — сохранить больше жизней людей. Ребят, еще раз, соблюдайте карантин и делайте все, чтобы этот карантин стал для вас очень продуктивным. Делайте все то, на что у вас раньше не хватало времени. Сейчас это просто идеальная возможность. Желаю вам крепкого здоровья, сильного иммунитета, а мы скоро увидимся. Пока!